полсекундной задержки на старте Буран вышел немного не на ту орбиту, и Андрею пришлось поманеврировать, чтобы найти то, что участники проекта называли «стройплощадкой» – почти законченную ракету для доставки боеголовок на Марс и закрепленный на ней жилой модуль для строителей ракеты. Сейчас жилой модуль пустовал, строительство было фактически завершено, и стройплощадку посещали только бураны, груженные боеголовками, рассовывали с помощью манипулятора боеголовки по специальным ячейкам в ракете и возвращались на Землю за следующей партией своего страшного груза. Андрей подстыковал свой буран к жилому модулю и перешел в него через узкий лаз. Внутри модуля все было исправно, даже так называемая теплица. Бак с хлореллой, постоянно освещаемый через большой иллюминатор солнечным светом с помощью наружного зеркала, автоматически ориентирующегося должным образом. Андрей зачерпнул немного хлореллы и пожевал. Это было не очень вкусно, но, как уверяли генные инженеры, создатели этой зеленой отрасли, в ней содержались все необходимые для человека питательные вещества и витамины, так что строители могли не опасаться умереть с голоду даже при очень продолжительном прекращении подвоза припасов с Земли. Теплица была частью замкнутого цикла жилого модуля. Она поглощала из воздуха углекислый газ и была последним этапом в переработке органических отходов. В свое время Андрей настоял на разработке замкнутого цикла для жилого модуля, поскольку не был уверен в надежности транспортных кораблей и боялся, что в случае их аварии строители могут надолго оказаться заперты на орбите. Сегодня он был очень рад своему тогдашнему решению. В кают-компании жилого модуля зазвонил телефон. Андрей подплыл и снял трубку. «Алло». «Это орбитальная стройплощадка?» «Так точно». «С вами будет говорить старший брат». Голос у старшего брата был слегка взволнованный. «Андрей Павлович, между нами произошло маленькое недоразумение, но его никогда не поздно исправить. Садитесь-ка в буран и на следующем витке спускайтесь на Землю». «Да, вот тут мне подсказывают, не забудьте пока рассовать боеголовки из грузового отсека бурана по ячейкам. Как прибудете на Землю, сразу же ко мне». «Я не собираюсь возвращаться на Землю». «Андрей Павлович, не валяйте дурака. Вы прекрасно знаете, что через 2 недели будет готов к старту второй буран, и тогда вас привезут на Землю силой». «Через 2 недели я буду уже далеко». «В каком смысле?» «В самом прямом. В моем распоряжении имеется мощнейший за всю историю космонавтики ядерный двигатель, полностью заправленный и готовый к старту». «И куда же вы направляетесь?» «На Марс». «Зачем?» «У меня там дела». «Андрей Павлович, перестаньте морочить мне голову. Какие на Марсе могут быть дела?» «У вас, очевидно, никаких. А у меня там много дел». Старший брат медленно, но верно приближался к точке кипения. «Андрей Павлович, давайте на чистоту. Что конкретно вы от нас хотите?» «Ничего». Старший брат наконец взорвался. «То есть как это ничего? Вы что, всерьез думаете, я поверю, что человек, располагающий более чем половиной мирового ядерного арсенала и имеющий возможность сбросить его на голову кому угодно и когда угодно, ничего от меня не хочет?» Андрея удивила такая постановка вопроса. У него просто еще не было времени посмотреть на ситуацию с такой точки зрения. Он совсем забыл про бомбы.
Все, что его интересовало до настоящего момента, это ядерный двигатель для полета на Марс. «Что вы молчите?» – рявкнул старший брат. «Выдвигайте ваши требования, но только не запрашивайте чересчур много. Помните, что 300 километров над поверхностью Земли не так уж и высоко, и мы тоже можем вас достать боеголовкой баллистической ракеты». Это был чистейший блеф. Если бы они взорвали орбитальную стройплощадку, радиоактивные обломки посыпались бы в атмосферу Земли. Я пытаюсь сообразить, чего бы мне потребовать. Что можно потребовать от Земли, этой планетки, такой маленькой, такой несчастной? Может быть, потребовать, чтобы все люди на Земле стали людьми? Что вы имеете в виду? Вот уже 30 лет, как ваши предшественники, а теперь и вы, пытаетесь убедить людей, что смысл жизни состоит исключительно в том, чтобы заработать на кусок хлеба, поесть, поспать и, когда придет время, благополучно сыграть в ящик. Но вы обманываете людей. Мечта – это единственное, что по-настоящему отличает человека от животных. Человек без мечты – та же обезьяна, только в штанах. Но невозможно заставить мечтать из-под палки. Мои предки пытались, ничего не вышло. Мы, советские, больше в такие игры не играем. Человечество само должно дорасти до советской мечты. Так что требовать мне от вас вроде бы нечего. Прощайте и не звоните мне больше. У меня сейчас дел по горло, и мне некогда с вами разговаривать. Андрей повесил трубку. Дел действительно было много. Первым делом надо было рассчитать траекторию полета. Андрей заложил данные в компьютер и оставил машину считать. Затем, с помощью манипулятора, большой механической руки, укрепленной на буране снаружи и управляемой из кабины пилота, он сначала переложил боеголовки из грузового отсека бурана в ячейки ракеты, а затем начал отсоединять от ракеты блок с ячейками, более чем наполовину заполненный боеголовками. Это заняло довольно много времени. Он был прочно привинчен и составлял большую часть массы ракеты. Но именно поэтому Андрей хотел от него избавиться. Ему не нужен был лишний груз в пути. Наконец блок с боеголовками отделился и повис в невесомости неподалеку от ракеты. Затем он вставил жилой модуль в грузовой отсек бурана. Модуль пришелся точно в пору, что было неудивительно. В свое время модуль был доставлен на околоземную орбиту именно в этом отсеке. После этого он взял массивный свинцовый экран, защищавший жилой модуль от радиации, постоянно идущий от боеголовок, и закрепил его впереди ядерных двигателей, чтобы защититься от их излучения, когда они будут работать. Кроме того, при помощи этого экрана, развернув ракету соответствующим образом, можно будет спрятаться от космических лучей, весьма опасных в открытом космосе вдали от магнитного поля Земли.
Экран был довольно тяжелый, но взять его было совершенно необходимо. Впереди экрана Андрей закрепил «Буран» с жилым модулем в грузовом отсеке. Створки грузового отсека «Бурана» Андрей оставил открытыми, чтобы в теплицу мог свободно проникать свет. Ну вот, кажется, и все. Корабль для экспедиции на Марс, пусть не очень красивый и собранный наспех из подручных материалов, был готов. И весил он, благодаря выкинутым боеголовкам, все равно меньше, чем первоначальная ракета, а значит мог лететь побыстрее. К этому времени компьютер закончил расчеты по фирменной Андрея Ладыгина траектории, которую он называл «двойной пертурбационный маневр в системе Земля-Луна». Если использовать гравитационное поле Луны для того, чтобы развернуть траекторию полета почти на 180 градусов и снова подойти к Земле из открытого космоса, можно использовать гравитационное поле Земли для дополнительного разгона корабля. В принципе, потом можно снова направить корабль к Луне, снова с помощью Луны развернуться и, вернувшись, еще более разогнать корабль в земном поле тяготения, и таким образом забрать у Земли столько кинетической энергии, сколько нужно. Однако в данном случае, благодаря мощным двигателям, для того, чтобы достичь Марса в рекордно короткий срок, за 3 месяца, было достаточно одного прохода мимо Земли.